Рыбы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш таро-прогноз на май 2023 года. Итоговый весенний месяц, который вас обязательно удивит и порадует, потому что энергии этого месяца приносят радость и счастье абсолютно всем знакам зодиака. Поэтому посмотрим, в каких сферах у вас произойдут благоприятные перемены. Общая энергия месяца, что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Смотрим. Общая энергия месяца у вас падает рыцарь мечей. Скорость, напор, повышенная возбудимость в чем-то, агрессивность, желание отсечь ненужных людей, выстоять до конца, доказать чью-то неправоту, наказать обидчиков. То есть это такая, знаете, вот непоколебимая решимость, неважно в чем, то есть завершение каких-то процессов, решение вопросов, выяснение взаимоотношений, или это вопрос переезда, если переезд, то это будет внезапно, или какие-то поездки, смены места жительства. Вот эти энергии будут преобладать над вами в мае. Уточним, в какой все-таки нише. И если смотреть здесь по пажу чаш, это вы будете искоренять свою излишнюю эмоциональность, свою ранимость. Здесь однозначно как не дать себя в обиду. Безусловно, вы люди, знаете, как открытые, доверчивые, но вот в рамках мая месяца здесь как показать свою оскал. Не дать кому-то играть на ваших чувствах, совести, жалости, не дать играть на ваших эмоциях, на вашей открытости. Это, знаете, как каждому по заслугам. Но и рыцарь мечей и паж чаш — это может быть некий такой накал страстей в плане выяснения взаимоотношений с детьми, с внуками, в процессах воспитания детей, а также ваша совместная поездка с ними куда-либо. Если смотреть вопросы карьеры, бизнеса, работы, у нас здесь ложится король мечей. Король мечей — это всегда анализ, это всегда проверка, это конструктивный подход к работе. Будут оценивать и вашу деятельность, и то, как вы работаете, как вы коммуницируете в коллективе, как вы работаете с заказчиками, ну, если таковые имеются, да, потому что каждый из вас выполняет разные процессы. То есть это оценивать ваш путь, ваш способ и качество работы. Посмотрим здесь по ситуации для тех, кто у нас не работает и работать не может. Король мечей и рыцарь пентаклей. Здесь по ситуации для вас все без изменений. Это налаженный быт, который пока не меняется. И вас, в принципе, все устраивает. Единственное, что здесь вы можете обращаться в госорганы для того, чтобы, допустим, пересчитать какие-то выплаты, которые вам положены. Допустим, если особенно эти выплаты уменьшаются. Или, допустим, наоборот, пришел вам какой-то огромный платеж по коммунальным платежам. То есть это выяснить, что поменялось, почему, чтобы стабилизировать текущее положение вещей. Если вы у нас соискатель, король мечей и король пентаклей, но здесь он больше в женской ипостаси, это благодаря связям, социуму, вашим знакомствам, это обретение работы. То есть это обращаться к кому-то, чтобы поспособствовали вам в трудоустройстве. В рамках месяца только будет вестись диалог, трудоустройства здесь еще нет, потому что, видите, об этом говорит тройка мечей, то есть это кому-то только обращаться за помощью, но пока еще не достичь результата. Если вы у нас наемный сотрудник, король мечей и влюбленные, это пользоваться протекцией, расположением кого-либо из вышестоящих лиц, из руководства, и более того, эти арканы способствуют продвижению вашему по службе. Если вы у нас владелец собственного бизнеса, то король мечей, пятерка мечей, это могу сказать так, может быть здесь проверка по наводке, поэтому будьте к этому готовы. Как следствие, выяснение взаимоотношений. И если вы четко знаете, что в работе есть какие-то, говорю, косяки, вопросы черной бухгалтерии, лучше до мая месяца постарайтесь это все привести в порядок, либо иметь в своей базе хороших бухгалтеров, юристов, которые в случае каких-то неприятных ситуаций могут вам решить эти вопросы. Потому что, видите, вот рыцарь мечей, кто-то может резко нагрянуть. Так, смотрим вопросы финансов. Что у вас здесь? Ну, по девятке чаш, несмотря на все происходящее, жизнь полная чаша. Потому что девятка чаш — это жизнь в свое удовольствие. Это карта
Ну, не всегда роскошь, я понимаю, что не все могут жить в роскоши, но это, знаете, тот месяц, когда у вас, ну, хватает. Ну, допустим, если предыдущие месяцы, так, эти платежи закрыть, то купить, на то отложить, а тут конкретно делать что-то для себя, для своей души, вот побаловать себя по максимуму, по принципу семья подождет, в этом месяце я радую себя, покупаю себе все, что там хочу, какие-то вот планы, задачи, опять же, траты на отпуск, на путешествие, на удовольствие. Ну и по 9 чаш, конечно же, это карта ресурсов. Приходят сюда деньги, приходят ваши, знаете, как финансы, которые вы будете тратить с удовольствием. Вопросы здоровья. Здесь у нас падает аркан Иерофант. Вообще, это карта планового обращения к врачу, это может быть как плановый чекап-лист, так и просто, если вы состоите у кого-то на учете с хроническими заболеваниями, это плановая проверка. Опять же, кто-то может для себя пытаться менять врача, менять метод лечения, искать иной подход к решению проблемы, и для вас это будет продуктивно. Если смотреть вопрос личной жизни, у нас здесь ложится аркан Солнца. Это радость, это счастье, это наполнение, это светиться от той энергии, той атмосферы, в которой вы находитесь. Даже если вы свободны, это карта самодостаточности. Мы, конечно же, посмотрим, будут ли у вас знакомства, но, повторюсь, даже если вы будете в рамках этого месяца одиноки, как некоторые говорят, ну, вас это не будет тревожить, вам не будет это мешать, потому что по Солнцу это все равно ощущать себя счастливыми. То есть вы будете реализованы в других нишах. Смотрим для тех, кто у нас свободен. Что здесь? Император. Ну, я думаю, здесь налицо идет факт знакомства, построения союза, построения взаимоотношений с дальнейшими перспективами на будущее. Это актуально как для мужчин, так и для женщин. Для мужчин это быть востребованным, это строить союз. Для женщины это обзавестись партнером и построить стабильное партнерство. Повторюсь, здесь с перспективой создания чего-то прочного, стабильное создание семьи. Поэтому карта у вас здесь прекрасная. Если вы в любовных треугольниках, у нас здесь ложится, как мы видим, королева пентаклей и солнце. Это получить новый статус. То есть у кого-то здесь может быть перспектива замужества и перспектива деторождения. Если мы смотрим стабильные взаимоотношения, то солнце и паж пентаклей. Акцент на детей и на внуков. Акцент на продолжение рода. То есть если у кого-то на повестке дня стоят вопросы деторождения или, допустим, усыновления детей, будет положительно отразиться на ваших взаимоотношениях. Ну и в целом это как новый опыт, новое качество жизни, новый опыт вашего партнерства. Это по-новому относиться к друг другу с большей чуткостью, с большим уважением, потому что пентакли это не про чувства, это про практичность, это про рациональность. В какой-то степени может быть про занудство, но и про правильность. Вот карты вам об этом говорят. По-новому, более, как знаете, как структурно относиться к вашему союзу. Выстраивать его надо по кирпичику. Совет. Вам тут на совет колесо фортуны. Шикарное время менять свою судьбу, менять свою линию жизни. Потому что сама фортуна, знаете, как идет вам в руки. Удачный период для путешествий, для переездов, смены места жительства, для выигрыша, для крупных покупок, для крупных инвестиций и кардинальных перемен. Повторюсь, переезд, смена места жительства, смена работы, создание семьи, потому что по колесу фортуны это идет что-то знаковое, значимое, кармическое. И если мы проанализируем карты, вот у вас знаковыми, значимыми вопросы здоровья и личной жизни. Поэтому рыбу у многих здесь может жизнь поменяться кардинальным образом. В хорошую сторону. Смотрим неожиданность этого периода. Что здесь? Ох, ну и карта вам говорит по сути о том же. Карта любовь. Но нужно ли что-то здесь еще добавлять? Это влюбленность, это строить союз, это построение взаимоотношений, в первую очередь, конечно же, личных, но для кого-то еще деловых, партнерских, социальных. Это влюбленность в себя, это наконец-то полюбить себя, это, знаете, как взрастить себе самооценку. Это любовь к природе, к окружающим, к социуму. Это, знаете, как когда вы светитесь от счастья, когда вас в жизни все устраивает, когда вы видите
знаете, как яркие краски. Вы наслаждаетесь текущим моментом, идет полнота жизни, и вы любите и благодарите Вселенную за то, что вы имеете. Опять же, как акцент, как совет, быть влюбленным в свое дело, или если ты во что-то влюблен, стремись этого достичь. Ну, допустим, хотели вы поменять работу или место жительства, возможно, вы себя видите территориально в другом крае, то действуйте, у вас все получится, потому что май в этом плане для вас будет крайне благоприятен. Что ж, вот такой вот месяц, вот такой вот период, такой событийный ряд. На самом деле шикарный расклад, шикарные карты, пусть так и будет. От вас традиционно жду обратной связи по прошествии периода, так что делимся энергообменом. Для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.